Так, друзья, всем привет! Ровно неделя прошла с того момента, как вышло видео, в котором я распаковал вот эти вот барнаульские новенькие орхидеечки. Две купил, и магазин мне подарил вот эту вот орхидею в подарок. И это я распаковал. И неделю назад мы с вами обработали эти орхидеи в рамках такого небольшого проекта. Я снимал видео о первых шагах, чем и как лучше обработать сразу одновременно от насекомых вредителей, от сокососущих насекомых вредителей и от болячек. Мы взяли средство Топаз от болезней и средство Батрайдер от насекомых вредителей. Это мы обрабатывали от мучнистого червеца и трипсов. Это такие насекомые, самые-самые распространенные. Но есть еще насекомые клещи. И вот в прошлом видео я, может быть, не успел или забыл, не озвучил, какие препараты от клещей лучше всего применять. Ну, вот, знаете, раньше я применял фитоверм и клещевит. Это одно и то же средство, одно и то же действующее вещество. Но это средство, оно уже такое, знаете, ну, вызывает привыкание у клещей. Поэтому появляются новые. И вот одно из таких более-менее эффективных средств это Биокил. Я уже его показывал. Вот Биокил можно применять. Он сейчас доступный. Одно из действующих веществ в Биокиле есть в том средстве, которое я уже несколько лет применяю на дорогое от абсолютно всех клещей и плюс еще и от трипсов. То есть универсальное такое средство Аберон Рапид. Вот там в этом средстве есть одно из двух веществ, которые есть в Аберон Рапиде от клещей и в Биокиле от клещей. Биокил продается, ну, по крайней мере, у нас в сетевых магазинах. Я видел его и в Ашане, и в Леруа Мерлени. Это вот к вопросу о том, кто спрашивал, а чем лучше от клещей обработать. Вот в том видео, если я не забуду, вставлю ссылочку в верхний правый угол. Посмотрите, как сделать обработку от болезней и от трипсов, мучнистого червеца и щитовки батрайдером либо пеноцилом, это одно и то же. И через там пару-тройку дней можно обработать, ну опять же, можно вот сейчас через неделю обработать, да, по визуальному, если есть подозрение на присутствие клещей, то можно обработать. Если нету, то можно не обрабатывать, просто понаблюдать, потому что слишком частые и многие обработки, они тоже не идут растению на пользу. В общем, друзья, сегодня смотрим обзорчик, как себя чувствуют неделю спустя наши орхидеи. Вот это вот на удивление, смотрите, ну прекрасная, да, орхидея. Вот, все, корни здесь, все замечательно. То есть такие орхидеи я не тороплюсь пересаживать. Напоминаю, еще в прошлом видео у нас была как раз тема, какие я пересаживаю орхидеи, какие оставляю стоять до лучших времен, которые подождут. Ну, потому что, опять же, круговорот орхидей у меня большой. Я, знаете, какие-то сразу пересаживаю, какие-то оставляю на свободное время. Вот такую орхидею я оставляю. Будем за ней наблюдать. Даже вот ничего ковырять здесь не буду. Единственное, может, там вытащу вот этот вот листик торчащий, маленький, из-под грунта. Вторая орхидея у нас, значит, какую я покупал? Я специально покупал персик, он же Sparks, специально для розыгрыша. Я его уже вам прорекламировал вчера в анонсе. И вот сегодня вот опять я его показываю. И третья орхидея, которую я покупал, это Биглипчик. Он в самом печальном состоянии. Кстати, вот эту 50-50 можно пересадить, можно оставить. Я ее показывал неделю назад, поэтому тут, как бы, знаете, можно. So-so. Вот, 50-50. А вот этот экземпляр, вот подобные экземпляры, друзья, я не оставляю, я их потрошу. Я вчера вечером взбрызнул корешочки, чтобы они намокли, чтобы стали эластичные. Вроде бы все хорошо, но, друзья, если вы близко присмотритесь, то увидите, что, ну, здесь пустоты. То есть, во-первых, к продавцу
Из Голландии эта орхидея шла, по всей вероятности, трясли, то есть выпавший грунт здесь, раз, торчит такой горшочек, орхидея сама такая грустная, видите, плюс она заканчивает свое цветение, то есть она даже не дотянула до сегодняшнего видео неделю, да, то есть, ну, она уже все. Поэтому вот такие орхидеи я, конечно же, пересаживаю, чтобы, ну, как можно скорее она пришла в себя. И, кстати, за неделю она окрепла. Вот, знаете, неделя прошла, она, вот когда мы ее с вами неделю назад обрабатывали, она такая прям грустная, квелая была. И я вот сейчас, знаете, забыл ей листики вот эти вот, ну, поправить. И все, поставил и забыл, видео снял и забыл, пошел с делами заниматься. А лист, орхидея пришла в себя, и тургор у нее вернулся за эту неделю. И, вот, смотрите, я сейчас вам... Вот здесь у меня микрофон, чтобы вам слышно было. То есть лист стал плотный и уже не выпрямляется. То есть вот придется его уже насильно как-то закреплять, выпрямлять. Ну, в общем, орхидея приходит в себя. И чтобы она, мне все равно ее пересаживать надо. Я вот сегодня, мы ее с вами сейчас быстро, прям вот экспрессом. Ой, да у нее и корни проснулись, друзья, смотрите. Вот пимпочка не было в прошлое видео. Вот пимпочка проснулась. Смотрите, пимпочки. Вот орхидеи, видите, обработали, и они проснулись. Поэтому я сейчас в этом видео прям мы с вами быстро ее пересадим. Мало того, что мы ее пересадим, что мало того, мы обрежем у нее цветоносы. Еще я, друзья, забыл одну важную вещь. Какую именно я забыл вещь? Это взять... Что взять? Ой, друзья, забыл взять один главный важный момент. Ингредиент вот сюда положил на стол, который мы будем применять к этой орхидее. Итак, друзья мои, начнем быстро, прям вот знаете, быстренько. Я, значит, сейчас что делаю? Срезаю цветоносы, эти цветоносы, ну вот, по крайней мере, вот сейчас я срежу здесь один цветонос и вот здесь. Отрезаю цветоносы на раз, два, три. Третья почка. И здесь раз, два, три. Третья почка по сантиметру. Значит, для чего я это сделал? Для того, чтобы... Ну, сейчас, чтобы не мешали эти отцветшие цветоносы, тут уже даже не поймешь, да, смотрите, что за был биглип. Вот. Ну, биглип обалденный. Я прям где-то очень его искал. Там, где находил, его уже распродали. Вот. Так. Вот эти вот две палочки, два цветоноса я оставил на случай, значит, чтобы мне к этому цветоносу вот этот листик резиночкой, может быть, еще чем-то вот так раз. И вот этот, ну этот листик не надо, а вот этот точно. А то он так и будет расти, и он уже застыл, все, после нашего батрайдера и и топаза. Достаем ее, смотрим. Я прям вот так вот, не мудрствуя лукаво, друзья, прям вот все на ваших глазах сейчас. Вот. Достаю. Все у нас быстро и экспресс такая пересадка. Вот. Я не боюсь ничего, потому что мы уже эту орхидею с вами обработали. Вот. Поэтому... Она уже вся такая, знаете, взбитая после транспортировки. Поэтому грунт, вы видите, он свалился сюда и все. Надеюсь, тут у нас все насекомые погибли. Так, снимаю оплетку. Здесь, кстати, все само вываливается. То есть орхидея уже, как знаете, прошла через миксер, что ли. Вот так, один корень вот этот вот я уберу, потому что он здесь... видите, испорченный. Я не буду уже сегодня камеру туда-сюда гонять, потому что уже столько мы пересадок сделали. Вот. В принципе, ничего нового. Просто я показываю, как быстро все это сделать без всяких там этих. Значит, что у нас здесь лишнего? Вот. Корни на
на удивление, на самом деле, друзья, очень даже хорошие, жизнеспособные. Прям срезаю вот только вот такие вот. Тут все прям хорошо. Под основанием срезал хвостик вот этот вот. Он не нужен. Вот. Все, друзья, все. Орхидея практически, знаете, я очень даже рад. Практически в идеальном состоянии корешочки. Вот. Сейчас вот это все. Все, вот. Снизу что у нас? Снизу, ну вот, единственное, что да, вот есть вот такие вот. Сейчас я распутаю. Вот этот уберу, потому что он у нас, видите, в середине здесь. Такой нехороший. Еще раз, на сочленение. Да даже я его совсем удалю. Вот так. Все. Как в старые добрые времена. Быстро, аллюром. Все. Все кончики срезал. Нехорошие. Теперь я эти кончики, друзья, которые срезал, беру перекись и в тех местах, где срезал, смотрю, я перекисью эти кончики срезанные обрабатываю. Еще бы их найти. Вот, вот он. Вижу. Вот. Вот так. Перекись, пенится. Пенится, значит это. Вот видите. Значит, перекись еще работает. Вот. То есть еще не испарилась, не расщепилась на кислород и воду. Так, ну в общем вот так. Вот еще кончик сухой. Сейчас я его срежу. Все. Вот с этой корневой эту орхидею мы сейчас пересадим. Не мудрствуя лукаво. Все по-быстрому. Значит, какой грунт буду использовать? Так, какой грунт буду использовать? Поставлю пока сюда. Значит, с учетом того, что мы последнее время, точнее не последнее время, а в этом году у нас тема на видео, в том числе, это использование фитиля. Я в эту посадку добавлю фитиль. Кто-то мне спрашивал, обязательно ли? Друзья, на самом деле пригодится фитиль, не пригодится фитиль, это уже дело второе. В одном из видео я покажу, как уже я обещал, но еще пока это самое не снял. Я покажу, как в уже готовую орхидею вставить, уже в посаженную орхидею вставить фитиль. Вот. А сегодня я применю все равно фитиль. Вот такой горшок у нас. Буду я потом, знаете, на фитиле эту орхидею растить? Не буду, это уже другой вопрос. Фитиль этому не мешает. А вот если вдруг у меня возникнет ситуация, что мне, например, нужно уехать на 2, 3, 4 недели, а может быть и больше, да, оставить орхидею без присмотра на автополиве, то, конечно, фитиль пригодится. Я просто возьму орхидею с большой емкостью, поставлю на фитиль ее и все, и буду знать, что у меня орхидея поливается. Значит, по теме фитиля, это я все в видео отдельно посвященный, какой фитиль, какой грунт, как его выше, ниже, глубже разместить. И это все отдельно видео на канале будет. Если вот к тому моменту, пока это видео у меня публикуется, я уже не размещу. Но в любом случае, значит, это видео про фитиль у нас будет в плейлисте «Орхидеи на фитиле». У нас есть плейлист на канале, который называется «Орхидеи на фитиле», посадка, уход.
в разделе плейлистов. Можно туда зайти и будет все видео найти, где мы применяем фитиль, как мы его применяем, этот фитиль, и результаты его применения. Все, поехали дальше. Значит, сегодня у меня будет керамзит, самый обычный керамзит. Добавляем 50% керамзита и 50% кокосовых чипсов. Вот. Керамзит, друзья, у меня, если вы посмотрите, самый такой строительный, такой страшненький. Видите, я его в строительном магазине купил. Спрашивали, колотый, не колотый, но он тут разный. Прям есть колотый, есть вот такая фракция. И второй компонент — это кокосовые чипсы. Вот они. Значит, спрашивали, долго ли они у меня здесь влажные. Друзья, долго. Они с прошлого года. Уже несколько месяцев они у нас здесь влажные. Ничего с ними не происходит. Вот вообще никакого запаха здесь нету. Вообще никакого запаха. Вот прям ровно, не химического. Вот если первый раз, когда мы их замочили, какой такой, знаете, специфический кокосовый запах был, ну, кокосового ореха, волокна, у него есть такой специфический слегка аромат, то сейчас вообще ничего. Был один момент, может быть, месяц назад, открыл, а здесь несколько грибных комариков. Они, кстати, грибные комарики любят откладывать во влажном кокосовых чипсах личинки, да. Вот, просто размножаться, они не едят это, им нравится вот здесь как домик использовать. Я взял, открыл, пшикнул вот эту штуку, вот, от Bonneforte, вот этот спрей прямо вот сюда, пшик-пшик-пшик, и закрыл. Все, один раз я пшикнул вот этой штукой, никаких грибных комариков, ничего больше нету, и вот все. Как бабушка отшептала, то есть ничего нету. Значит, его буду использовать 50 на 50. Вот, просто добавляю, он у меня влажный, вот, с кокосовыми чипсами. То есть кокосовые чипсы, они будут связывать между собой керамзитинки. Вот. Все, вот так вот. И еще один момент. Значит, тоже, значит, мы в этом сезоне, второй момент, везде надо, не надо, добавляем, как уже я сказал, буду добавлять везде кору дуба. Как средство, содержащее вещества, отпугивающие, ну это по моему мнению, а там, не знаю, посмотрим в конце года, там через год, через полтора посмотрим на результаты. Будем следить. Просто я заметил, в чистой коре дуба не заводятся насекомые и практически нету ни гнили, ни болячек. Поэтому решил, а почему бы его не добавлять в грунт, как, знаете, раньше мы добавляли эти, когда не было средств защитных особо, мы добавляли древесный уголь, помните? Вот. Сейчас не добавляем, потому что, ну, достаточно много в магазинах доступно продается куча всяких средств. В общем, я эту кору дуба добавляю для профилактических целей и отпугивания болячек и насекомых. Да. А как оно будет в действительности, это, друзья, мы... Но в любом случае хуже не будет. В коре дуба у нас прекрасно орхидеи растут, поэтому даже если не сработает, допустим, то просто как компонент дополнительный очень даже неплохой. Еще добавил. Все, вот так вот. Все, итого получилось у нас где-то 40%, 45% состав, 45% керамзита, 45% кокосовых чипсов и 10% коры дуба. Вот такой вот у нас получился грунт. Вот. Вот. Он и дышащий, он и влагоемкий за счет кокосовых чипсов. Вот. И, ну, вот, долгоиграющий за счет, может быть, коры дуба. Вот. Ну, посмотрим, как это будет работать. Все. Значит, берем немножко на дно. Кидаем вот так вот
Фитиль я вытягиваю, держу пальчиком. В каком-то видео мне сказали, а где фитиль-то? Друзья, фитиль я держу, вот он. Он внизу, от него толку мало будет, поэтому его поднимаю вот вовнутрь горшка. Кстати, по этому поводу будет отдельно. Я уже сказал, что про фитильный полив, когда буду рассказывать, я все подробно расскажу и покажу. Так, теперь надо как-то мне умудриться орхидею вот с этими незапихиваемыми корнями запихнуть ее. Это мы делаем старым проверенным способом. Вкручиваем ее, орхидею, по часовой или против часовой стрелки. Ну, куда там корни у нас загибаются. Ага, против. В моем случае против часовой стрелки. Вот, чтобы они спиралькой закрутились, да, и орхидея у нас попала, села в горшок. Вот так вот я прокручиваю. Если вам не видно, друзья, то объясняю. Значит, этой рукой я горшок туда, а эту орхидею рукой сюда. То есть, и вот она у нас усаживается. Все, смотрите, как она вкрутилась сюда. И теперь я эту орхидею буду сюда как-то впихивать, пытаться. Так, сейчас я вытащу. У меня этот затянулся, закрутился фитиль внутрь. Вот так. О. Так, вот этот лист мешает, я его не удалил. Мне надо его удалить. Это лист от сеянца, самый нижний. Он нам ни к чему. Все, вот теперь мы орхидею сажаем. Она немножко у нас... Конечно, можно было бы, вы знаете, я вот сейчас подумаю, наверное, возьму побольше горшок, потому что корней достаточно здесь. Вот. На вырост. Вот такой форс-мажор. Оп. Вот такой форс-мажор, друзья. Да, лучше побольше горшочек взять. Вот такой. На размер. Вот. Во. Думаю, что прям в него будет самое то, да? Точно. Вот. Потому что этот маловат. Вынимаем отсюда фитиль. Вот так вот. Этим, друзья, мне и нравится видео, что у нас все, знаете, не это. Экспромт постоянный происходит. Вот. В нижние вот эти вставляем. Ну, здесь тоже хватит. Нормально. Закидываем. Опа. С этого. Можно еще керамзит в эти выемки. Так, все, подтягиваю. Подтягиваю немножко. Но сюда вообще-то, конечно, желательно подлиннее. Но я думаю, этот сойдет, потому что корни у орхидеи хорошие, длинные. Все. Немножко кидаем на дно. Закрыть отверстие. Вот так вот. Чуть-чуть ниже вам сделаю. Все, поехали. Опа. Вот здесь прям, смотрите, орхидеюшка прям замечательно садится. И фитиль, видите? Фитиль белый просвечивается. Прям хорошо. Вот теперь тут я спокоен. А то там прям тесновато было. Вот. Нет, посадить в тот горшок можно было, в маленький. Но это буквально на пару лет. А хочется, чтобы, знаете, посадил и в ближайшие там, я не знаю, 3 года и не думал. Так, у нас не хватает немножко. Так. Опа. Так, ну что, палочку будем одну вставлять.
для того, чтобы нам листик этот выправить. Вот так вот, да. Давайте ставим палочку, вкрутим близко к основанию. Я вставляю палочку. Вот так вот. И потом резиночкой я этот листик вот сюда прикреплю. Вот. Вот. Вот так вот. Так, ну вот так вот у нас это получается. Единственное, что немножко нам сверху надо подсыпать. Чего-то подсыпать. А чего подсыпать? Сейчас я посмотрю. Кокосовые чипсы не хочу подсыпать. Вот. Хотя нет, придется, наверное, друзья, чуть-чуть кокосовые чипсы все равно с керамзитом намешать. Хотя нет, знаете, наверное, это кокосовые чипсы вот чуть-чуть возьму с дубовой корой, наверное. Да, нет, все-таки для чистоты эксперимента с этими, с керамзитом. Вот так. Замешиваю. И сверху мы вот сюда так. Так. Ну все, друзья мои. Еще раз. Кроличья лапка в действии. Тут у нас и корни получилось, видеть можно. Все, орхидея, ну так, хорошо сидит. Хорошо сидит. А если вот эту вот листик еще нам резиночкой какой-то закрепить, то вообще будет изумительно. Так, какое кашпо, друзья? Кашпо для такой орхидеи, конечно, нужно побольше. Так, вставляю. Вот так называется эта орхидея. Вот так вот. Вставляю бирку. Кстати, вот кончики растущих корней нам видно здесь. Бирочку вставляю. И сейчас в кашпо вместе с вами ее поставим. А в кашпо я... где у меня кашпо? Так, друзья, сейчас прям вот один момент. Где у меня кашпо? Я не вижу. Ага, все, нашел. Несу кашпо. Несу. Вот, нашел. Во, вот такое. Вот оно самое то. Опа. О, смотрите. Самое то. Но, опять же, если не нужно кашпо, то, фитильный полив не нужен, то, пожалуйста, орхидею можно всегда в блюдечко переместить. То есть, как до этого, вы все помните, у меня была орхидея легато, всегда стояла в блюдечке, был у нее, вот так валялся фитиль, никому не нужный. Вот пока не перевел ее орхидею на вот такой вот, на такое вот кашпо и на полив фитиля. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующих видео, когда мы с вами этого спаркса, точнее персика, пичес разыграем. Все, всем пока.